Всем привет! Вы на канале Польза.нет стримы, меня зовут Саня, и мы здесь максимально подробно разбираем различного рода устройства в режиме онлайн. Для чего? Для того, чтобы вы знали, насколько хорош тот или иной смартфон, насколько он будет вам полезен, и сходу для того, чтобы вы понимали примерно политику канала. Разумеется, никаких особых чувств по отношению к ZTE Nubia Z60 Ultra у меня, как вы понимаете, нет. Но это с одной стороны. С другой стороны, я хочу отметить небольшую вещь, довольно полезную для ZTE Nubia. У меня, кстати, сейчас вывалилась вторая камера. Не забудьте подписаться на канал с колоколом. Почему? Потому что только здесь вы увидите подобные обзоры, и это хорошо, особенно учитывая, что я планирую их делать много и в тех же объемах, что и сейчас. Понятия не имею, почему у меня не подрубается новая камера, но сейчас я попробую Раз, два, три. Проверяем связь, как у кого картинка, как у кого звук. И если все хорошо, то тогда с вами будем... Все, картинка врубилась. ISO я могу менять. Это для вас и для меня очень важная штуковина. Почему? Потому что если я ISO не смогу менять, мы с вами не сможем видеть то, что на экране. А если мы не сможем видеть то, что на экране, это все будет очень плохо. Пишет, что авто ISO. Ну и ладно. Потом разберемся. В целом, что это такое и с чем это едят? Это 250 граммов радости. Этот смартфон благополучным образом считается камерафоном. Почему? Потому что он даже в 4К 120 FPS может снимать. Это раз. Два. Не забудем прожимать лайкать те, кто пришел. Не забудьте подписаться на основной канал. Это канал Польза.нет. И я стараюсь покупать все и рассказывать вам об этом. Спасибо мне, что купил эту штуковину. Но не спасибо мне, потому что мне придется ее продавать. А это будет довольно проблематично. Потому что, конечно, продающих обзоров было уже очень много на YouTube. У них очень много просмотров. Но, к сожалению, есть еще не продающие помимо моего. И это большая проблема. Почему? Потому что Nubia Z60 Ultra, во-первых, у нее потеют камеры, подтверждаю, у меня в холодильнике они тоже потели, хотя летом это не актуально. И второй момент, безумные проблемы с 4G в Российской Федерации. Опять же, не у всех, я думаю, у продавцов ее нет. И у блогеров тоже, у большинства, наверное, не было. Но у кое-каких было, и с чем я не могу согласиться как раз по поводу этого 4G, с тем, что у меня с 5G рандом. То есть иногда у меня 5G отрабатывает хорошо, иногда 5G отрабатывает плохо. Но прям сильно мрачного положения дел я не вижу. У меня глобалка. Опять же, может быть, это то, что недавно были обновления. То есть на глобалку прилетало обновление, может быть, все настроили. Но я перед стримом гонял этот смартфон раз 7. У меня получилась загрузка на 10 мегабит в секунду, а сейчас получается 24. Не будем об этом, мы не для этого собрались, не для того, чтобы хейтить, а для того, чтобы разобраться, как он будет вести себя в тех или иных сценариях использования. Но схожу сразу. Первое. То есть то, что здесь есть фронталка с очень-очень, разумеется, плохим качеством, она скрытая. Лучше бы ее вообще не было. Можете уже посмотреть исходники фотографий в моей личной телеге. Я сейчас их как раз в режиме реального времени гружу. Я очень надеюсь, что то, что я их гружу, у вас будет возможность их потом посмотреть. Сейчас я еще раз вам скину. Можете не подписываться, но просто если у вас есть вопросы по поводу работы девайса, лучше всего по поводу фото или видео еще ладно, видео, может быть, кто-то грузит на YouTube, и вам интересно, как на YouTube это будет выглядеть. И поэтому для вас актуально, когда блогеры, в том числе и я, скидываем примеры, собственно, на YouTube. Но если вы делаете фото, вам без разницы, как это будет выглядеть на YouTube. А если вам без разницы, как будет это выглядеть на YouTube, то зачем вам эти фото? То есть, я делаю анализ, но вы понимаете, что на вашем мониторе и в ваших задачах это будет все вообще по-другому. Начиная с цветов, допустим, китайцы любят очень сильно выкручивать цвета, и, у них просто безумный фетиш по поводу контраста, и помимо контраста у них еще какой безумный фетиш? Правильно, разумеется, по поводу того, чтобы были улучшалки, и на видео, и на всем остальном, и вам будет казаться, что все в огне, что так и должно быть, но нет.
Фронталка вообще ужасная, и лучше бы, говорю, ее не было, потому что, когда ты будешь использовать такую фронталку, люди будут думать, что у тебя смартфон за 1004. Вы скажете, а зачем, какая разница, что люди думают? Ну, друзья, а какая разница тогда вообще, есть фронталка или нет? Тогда используйте основной модуль. Сейчас пока единственное, что я не прогнал никак, это 3D Mark. Мы проверим, в чем я сильно сомневаюсь, кстати, что у него перегрев будет, но может быть и не будет. Последнее время производители у нас все допиливают. Тем более 250 граммов металлической радости, она, по идее, должна отрабатывать неплохо. Вот, всем привет, Денис, Алекс, Данлайка. Не забываем прожать лайк и не забываем, что если у нас будет... Да ладно, опять эффект. Опять непонятный эффект. Если у нас сегодня с вами будет достаточное количество людей в онлайне, то тогда послезавтра я уже погоняю для вас Sony. Вот. Если Sony, опять же, зайдет, то тогда погоняю Oppo Find X6. X6 Ultra мы уже гоняли. И после того, как мы погоняем Oppo Find X6, X7, мы еще можем погонять Asus ROG Phone 8 Pro. Asus ROG Phone 8 Pro очень крутая штука. А Владимир Атаманов, мы здесь не разбираемся по поводу телеграм-каналов. Если вас где-то заблокировали из моих ТГ, значит вы нарушили правила. Если вы нарушили правила, значит вам не интересен этот чат, что естественно. То есть если вы приходите к кому-то утрированно в песочницу, вы не хватаете же их игрушки, правильно? Вы спрашиваете. Если вы не спрашиваете, ну, значит, не стоит. Это глобальная версия, и, разумеется, вы хотите думать, что в китайской версии будут волшебные обновления, в китайской версии у вас будет все по-другому. Я вас разуверю, это ZTE. Это, конечно, не прям третий эшелон, но это второй эшелон. И можно долго и упорно танцевать по поводу того, что они делают классно, они делают необычно, но все эти 35 миллиметров, которые а-ля должны вас привлекать к ним, и вы должны бежать к этой нубе и с радостью покупать ее, они по факту являются огромной проблемой, потому что когда вы с своим стандартным фокусным расстоянием привыкли работать, это одно. Вам до предмета можно подойти поближе, проще говоря. Себя вот так снимать с этим смартфоном уже невозможно. Нужна селфи-палка. Если говорить про угол обзора, то он тоже сужается. И в целом, мне даже по ПО очень много вопросов к этому смарту, но не будем о плохом, будем, как говорится, о хорошем. Да, Asus, естественно, ROG Phone 8 и ROG Phone 8 Pro, скорее всего, в понедельник у меня будут на руках. Все, 8 Pro прошел таможню, мне там насчитали, наверное, баксов 200, но это не важно. Главное, чтобы я его получил, правильно? Если говорить про Nubia, Nubia, она всегда будет Nubia. Если вы купили его за 50, и у вас нет проблем со связью 4G, напишите, кстати. Меня очень удивляют, в форумах есть проблемы со связью, потом это, правда, все чистят. У блогеров есть проблемы со связью. Hagen Place, мне очень жаль, что вас тоже придется заблокировать. Если вы хотите, еще раз, друзья, здесь стрим, чтобы со мной общаться. Если вы хотите пообщаться с администраторами моих ТГ-каналов, милости прошу, попытайтесь, если они хотят с вами говорить. Мы здесь обсуждаем устройство. Как плакальщики... Стрим для плакальщиков. Нет, ну мы просто здесь встречаемся, чтобы протестировать. Вы не против? Кто не против, ставьте плюс. Кто хочет пообщаться, ставьте плюс. Кто хочет пообщаться с моими админами, идите, пожалуйста, к ним общаться. В целом, что у нас здесь есть? Есть механический переключатель, есть металлическая рамка. Я считаю, что Nubia имеет право на жизнь, учитывая ценник, который она предлагает, и учитывая тот функционал. Это из разряда того, что если ты хочешь почувствовать себя с флагманом, который стоит как субфлагман и неплохо снимает, то почему нет? Но почему столь уникальные люди к нам приходят? Я его уже заблокировал. Хаген, прощайте. Вот. Еще раз прошу не отвлекаться от темы. Сегодня мы рассуждаем по поводу фронталок. И по поводу основных модулей. И по поводу того, что здесь оптическая стабилизация у всего, и 2 симки можно запихать. И вроде бы все должно быть волшебно. Я специально включил для вас, как всегда, кондиционер и для себя на 16 градусов, и потом побегу надевать на себя что-нибудь. Для того, чтобы прогнать этот смартфон, и когда у меня будет уже
принципе, желание, а уже оно есть, потому что я уже достаточно на него снимал, я смогу вам рассказать. Он уже яркость сбросил, ну и ладно. Очень тяжелый, 250 граммов, это прям кирпичик с одной стороны. С другой стороны, кстати, напишите, кому-нибудь интересно какой-нибудь дешман из разряда Redmi 13C обозревать на подобных мероприятиях. Ace 3 у меня лежит для того, чтобы вам всегда напоминать в ближайшее время, что это OnePlus 12R, и он у меня заблокирован. Несмотря на то, что я блогер, не блогер, еще что-то, я его купил на Али, и он у меня не разблокирован, и я выиграл на Алиспор. Притом они сразу не хотели мне ничего отдавать, они хотели, чтобы я за свой счет отправил в Китай обратно смартфон, и они бы мне вернули деньги. Но я победил, у меня получилось смартфон сам за $350 и $95 кэшбэк. То есть, а здесь я могу его разблокировать за $50. Все запомнили? То есть я уже нашел, где $50 разблокировка. Даже не 50, 30. Я думаю, что на где-нибудь на eBay каком-нибудь, либо на Авито можно, наверное, дешевле дистанционно его разблокировать. Вот эти устройства, кстати, сейчас посылают уже вскрытыми и разблокированными. Просто на тот момент, когда я покупал, нет. А Redmi C интересно, любопытно, сколько он проживет в прожарке. Да тут такая прожарка, по большому счету, просто то же самое, что делаю я. Сам по себе я сейчас делаю с вами. Вот. И мне кажется, я зря поставил 3D Mark, потому что это прям совсем надолго. Но, ладно, мы после 3D Mark, вот этого одного из 3D Mark, потому что их много. Если еще мы Solar Bay будем включать, то мы часа полтора так просидим. А Poco F5 Pro подумываю о покупке. Я думаю, у Холли Аналист есть просто бешеное количество уже обзоров, и вы можете благополучным образом на него посмотреть, на них. Но F5 Pro уже морально устаревший девайс, потому что скоро выйдет F6 и F6 Pro, и вполне возможно они будут стоить тех же денег, что сейчас вы купите F5 Pro. И вот эта тема с покупкой старых устройств форсит в основном продавцы. Почему? Потому что, если посмотреть на стоимость в долларах, то разница чаще всего между старым и новым устройством долларов 10-20. Но вы получаете принципиально новый девайс, который потом будет намного проще продать теоретически, с которым будет приятнее ходить, у которого будет больше и дольше поддержка. И смотреть на старые модели, наверное, стоит, если вы покупаете какой-то ультрабюджет, то есть там у вас бюджет 15 тысяч рублей. Там уже можно танцевать, даже какой-нибудь Redmi 11S посмотреть, вообще что угодно. Но если у вас бюджет больше, чем 15 тысяч рублей, Hagen Place, здравствуй. Нет, там ты не то, что поздоровался, ты написал мне по поводу разблокировки. Играю на Neo 8. Отличный смарт по кайфу. Смысл покупать Poco нет. Иван, опять же, у вас нет проблем с бендами. Правильно? Вы, скорее всего, сидите постоянно на Wi-Fi, либо вы живете в большом городе. Правильно? Опять же, со мной спорить по поводу iQOO не стоит, потому что, мне кажется, столько обзоров, сколько у меня, на iQOO нет ни у кого. И вряд ли будет, потому что их нет в России, они никак не пиарятся в России, у них нет бендов, и серовозы их не любят, потому что с них малая маржа. Что их в Китае и так неплохо продают, и смысл им. Coach, Hyperwise. Я сделаю обзор на X7. Потерпите. Потерпите. Сейчас будет 8, Rockfon 8, 8 Pro, и потом Poco. Понимаете, Oppo Find, в принципе, вот я купил Ультру, я не уверен, что я даже в те же деньги его продам, особенно после своего обзора. Вот, и хотя многие, опять же, увидели то, что я не увидел. И вот новинки, она все равно относительная новинка, их смотрят получше. Oppo Find X7 вообще мало кто рассматривает, учитывая, что у всех, прямо скажем, на слуху ультра, правильно? Так что я сделаю обзор, он у меня на руках. Когда я буду им заниматься плотно, я вам сообщу. И еще один человек получил бан. Алекс Стар, прощайте, очень жаль, но я напоминаю вам, что мы не вспоминаем здесь на канале никого меньше 1 миллиона подписчиков.
Кстати, не понял юмора по посты в личной телеге про китайские смарты. А ZXCV. Юмор был в том, что как бы мы не обозревали, ну, не радовались обозревать китайские смартфоны, у них есть свои минусы. И можно танцевать от того, что этих минусов нет, но они есть, и для многих они раздражающе критичны. И не стоит о них забывать. Так как я обозреваю очень много китайских смартфонов, чтобы люди не думали, что я за них топлю, и если не смотрят обзоры, не думали, что у меня там все волшебно в них всегда, у них очень часто такие проблемы. Как мне смартфон VCPR? Большой, меня радует наличие здесь 4К 120 FPS, меня не радует его съемка. Я понимаю, что можно снять так, чтобы он выиграл, я понимаю, что можно так осветлить, изменить видео, там подкрасить, чтобы все было чин-чином, и он где-то кого-то выигрывал. Но по мне нет. То есть, ну вот, он и своих денег не стоит, и 50. По мне, опять же. Xiaomi 14 глобальная версия. Павел, понятия не имею, у меня нет с ними связи, но как только я узнаю, я вам сообщу. Проблем нет, но перед покупкой я глянул, какие бенды у операторов. Вот Иван Пастухов, что самое главное, что понимаете, что у вас есть желание и возможность посмотреть бенды и заморачиваться с этим, и вам это подходит, но нужно всегда пометочку ставить в этом. В ближайшее время могу купить iQOO Neo 9. Но Oppo Find X7 это не флагман, это субфлагман. Nubia Z60 Ultra рядом с флагманами не валялась, учитывая ее проблемы. Еще раз, самая стандартная проблема это 4G, почти ни у кого не работает в РФ в глобалке. И запотевание камер, которое, опять же, можно нивелировать тем, что ну я не собираюсь на улице в мороз снимать. Неважно, я там на Ренмаре жил, у меня было 12 месяцев в году зима, утрированно, не утрированно, а зимой, летом лежал снег на улице. И там могло быть плюс, там, не знаю, плюс 2, ощущается как минус 8. Ну, если у вас так, то для вас это актуально. А для большей части страны, наверное, это актуально. Заказал Redmi Note 13 Pro Plus 5G, хороший смарт. Пам-пам. Red Fox, вопрос дня. Вы успели за 30 купить? Прикольно бы изображение с телефона вывести на экран. Сань, ты, конечно, красавчик, но мы тут не за этим. Мастер, так вы можете не приходить. Ну, ничего личного, но серьезно, это мой канал, я выбираю, как его вести, правильно? И да, это не основной канал, это польза стримы. Для этого он так и называется, стримы. Изображение со смартфона будет, когда я буду играть. И сейчас это, да, это разговорный стрим. Вы не для этого, поэтому вы можете либо прийти потом, либо не приходить. Самое главное, что в моем городе, это, кстати, настроено на то, что кому отвратно, те придут максимум на обзор, быстренько просмотрят без лица и все. Только 20-й бенд, больше ничего, поэтому покупал Oppo iQOO или глобалку по 150. Почему? Если у вас в городе 20-й, 33 норм, 33 норм, за минималку, да? Ну, конечно, вот говорю, самый низкий ценник был, как я помню, 30-ник, но это прям... Чтобы вы успокоились и не расстраивались, я купил его за 37. То есть мне вот этот 13 Pro Plus идет за 37, и мне его придется за 30 продавать. Нет возможности покрутить телефон iQOO Neo 9. На нем дисплей лучше, чем на Poco X6. А вы не можете обзоры посмотреть и сформулировать свое мнение? Во всяком случае, вы можете пойти посмотреть на Poco X6 экран и для себя решить. Я не буду... Я сейчас объясняю по поводу экрана. Звук, картинка... Звук и картинка каждым человеком по-своему ощущаются, понимаете? Я, допустим, никогда не вспоминаю про калибровку экрана, потому что для меня это дичь. Если смартфон нормальный, вы можете его откалибровать всегда, этот экран. По поводу сирения, голубых, зеленых тонов. Ну, если они есть, то они прям есть, они очевидны. Если они не очевидны, я из себя не вытягиваю. У меня там желтым отливает экран. Но если я не вижу этого... Vivo Neo 8 за 24. Конкуренции не вижу. Alex Master, конечно, учитывая еще и курс доллара. На VCPR по характеристикам да. Но не совсем.
Спасибо, Дикашкин. Очень приятно. Я постараюсь поменять фокусное расстояние. Единственное, да, я поменяю 35 миллиметров фиксу на, наверное, 50 миллиметров фиксу, но чуть-чуть позже. Что нового я купил? Повторяюсь, Asus ROG Phone 8. ROG Phone 8 Pro не купил, а он идет. Все Redmi, мне не важно, я не важно, что это то же самое, что Poco, я все это буду обозревать. Два Samsung S24, S24 Ultra. И все. Ну и вы все видите. Это Oppo Find X7 не Ultra, Sony, который единичка 5, и Redmi 13C и Nubia, которого вы видите, как мы гоняем. Опять же, напоминаю, что кондиционер работает, все хорошо, все в огне. Я скачал сегодня по твоей ссылке 13 Pro Plus 5G был 31 400. Алекс, ты, скорее всего, редко покупаешь, и поэтому у тебя лояльная цена. Я, кстати, Алишке написал по поводу этого, чтобы они не опускались до уровня других платформ, и это как-то бесит, что у всех разные цены. У меня 2 аккаунта у семьи и 2 разные цены. И точно не 31. Спасибо, Sony ZV-10E. Кстати, сегодня мини-история для хейтеров, которые их порадуют. Я сегодня катался покупать Sony A7C с китовой камерой, с китовым объективом 20-60 мм. Договорился с человеком, приехал, а он мне говорит, такая же цена, только без китового объектива. И я ехал туда час 20 по темени на байке и обратно час 20. И вот так вот 3 часа, потому что, ну, потом он удалил, разумеется, объявление, скрыл страницу. Очень-таки неприятно, потому что ценник все равно был космос, и можно было бы сказать, что, друг, не едь. Я вообще купил бы даже плюс ту сумму, что он хотел. Просто если бы он написал заранее, а так получилось, что просто шаристый тип, по сути, так разводит людей, что они едут с другого города для того, чтобы купить, и он просто устанавливает другой ценник. Не часто покупаю. Да, Алекс, поэтому у вас и такой лояльный ценник. Не забываем прожать лайк этому ролику. Universal, ну, значит, так должно было произойти. И опять же, это опыт, это какой-то сторителлинг. Вместо того, чтобы выделываться на стриме, я купил себе еще одну камеру A7C. Я теперь могу рассказать, что меня кинули. Так же, как могу рассказать про блог Ace 3 и какие-то особенности по продажам. У меня, допустим, Перекуп открыл еще один магазин, тот, кто у меня выкупает смартфоны, для того, чтобы продавать дешевые смартфоны в городе победнее. И разумно. Здравствуйте, Александр. Из китайских флагманов какой лучше в вашем личном рейтинге? Oppo Find X6 Pro. Если вы купили, то не надо его менять на X7 Pro. На X7 Ultra. Очень уважаю OnePlus, но глобалки стоят космос. Всегда хорошо. Прям вот любовь всегда у меня к Vivo. Любой вивовский смарт является топовым. И из всей вот этого конгломерата BBK это Vivo. Но, если брать цена-качество и прям вот классно, это iQOO Neo 9, не Pro. Потому что за те деньги, что за него хотели, когда был более-менее плюс-минус курс нормальный, 31 тысяча, это прям вау. Он уделывает все. И он классный, не такой широкий. Плюс я его в красном цвете обозревал, мне очень он понравился. Не потеряешь. И, ну, вот понравился он мне, прям понравился. Топ наушников до 5000 актуален пока. Нет, Армагадин. У тебя, кстати, фоточка, Ава, похожа на Хелсинга. Ван Хелсинг. Все мультик Ван Хелсинг смотрели. Признавайтесь. Кто не смотрел? 40-летние есть, как и я, кто не смотрел этот мультик. Так вот, если побрать по топу, смотри. Был Redmi Buds 5 Pro до 5000. Вот надо было их брать. Любые топовые бренды на сейле, допустим, Huawei FreeBuds 5i были, помните? То же самое. При закупке ты говоришь, что техноблогер, может, как-то повлияет в лучшую сторону. Мастер, на Алишке я использую промики. Где-то я использую... Я сейчас сформулирую, у меня нет времени на это. То
То есть все переписки веду я. Допустим, кстати, спойлерну, в феврале у меня будет 2 контрактных обзора от Текно. Все, кто считают, что я хейчу третий эшелон, только у третьего эшелона у меня и есть рекламы, и ну, 2 обзора за месяц это прям супер. Это будет и теловский смартфон, и Текно смартфон. И повторяюсь, я обожаю рекламные обзоры не только потому, что они дают мне копеечку, а по той причине, что с них подписывается больше людей. То есть в основном мой канал Польза.нет, на котором уже у нас 400, по-моему 420, 439 тысяч подписчиков, он в основном растет за счет рекламных обзоров. То есть вот эти вот короткие обзоры рекламные на Текно всякие приводят мне больше людей, чем часовой обзор про OnePlus, точнее Oppo Find X7 Ultra. Вот. Нет, сегодня не буду дневник снеговика вести трансляцию, потому что мы потихонечку от этого отходим. Почему? Первое, я не могу контролировать, что мне там пишут. Второе, там нет звука. И третье, мне платформа Твича никаким образом не помогала, и зачем мне тогда ее каким-то образом туда приводить людей, если мы сейчас сможем благополучным образом гонять все в онлайне здесь. Все, кто беспокоится по поводу моего лица, картинку, чтобы никто не Мы потом перейдем на эту картинку, чтобы никто не расстраивался, все, кто беспокоится по поводу Твича. А пока побудем на этой картинке, пока у нас добьется смарт. Дневник снеговика. Нормальная будет нагрузка на смарт, всем всего хватает. Меня уже достали тем, что никто не стримит на Твиче. Звук уже вернулся. Не беспокойтесь, я увидел. Звук где? Сейчас. Подождите. Удобно, когда люди смотрят с задержкой, да? Не забываем прожать лайк, не забываем о том, что у нас конгломерат единомышленников. Наруто смотрел, но Наруто я смотрел сезона 3, наверное. То есть сейчас уже не смотрю. Вот такие результаты. Под кондиционером. Благополучным образом. Неплохо. Но он у нас горячий. И мы сейчас быстренько пойдем в настройки. Для того, чтобы оценить яркость экрана. Мы сейчас будем ждать, когда она вернется, хорошо? Пока пообщаемся. Потому что вне зависимости от того, что у нас Antutu покажет, так никто не греется, я вам скажу. Особенно, когда ты без чехла и когда ты еще при этом 55 и 50. То есть это самый официально горячий смартфон, который реально очень близок к тому, чтобы крякнуться. 50-56. Ну, мы такое не видели. Какой ему стрим? Какой ему стрим на Твиче, друзья? Что посоветуете купить до 80? А вот Антон Соколов, вы подождите. Скоро я сделаю топ. С чего это с телефона не видно? Все видно. Все видно. Вот так мы сделаем. Хорошо? Пока. Покрупнее. То есть у нас 51 градус. Мы ждем, когда это дело успокоится. И мы сможем стримить. Rockfon Global ROM? Да. С понедельника мы начнем Rockfon. Но там будет цепь стримов. Будете подсказывать мне, как вы хотите, чтобы я их мучил. Потому что нужно все-таки... Не хочу, чтобы он погиб. Я не хочу очень сильно, чтобы он погиб. Сейчас мы... Ну, прям ему плохо, он не восстанавливается. Я, в принципе, так и думал. Но не будем уничтожать интригу. Не забываем прожать лайк. Почти 100 человек онлайн. Всем огромное спасибо, кто зашел. Но пока вот что показывает. Вот чем отличается флагман, допустим, Oppo
либо флагманский А-бренд от не А-бренда. Одинаковые условия. Вот я сижу в морозилке. Я пошел, кстати, за худи. Вы не против? Плюсик поставьте, а то я умру здесь от холода. Окей? Даже куртку надел. А если я просто это не сделаю, то телефону будет хана. Пока печаль. Так, да, лютейшая. Подождите. Масштаб мы еще не выставили, ну пойдет. Ну вот про это и говорят. Вот идите покупайте за 50 тысяч. А что вы получите? Просто красивые цифры на экране и маржу у кого-то. Я не знаю, почем они их продают. Наверное, по 30 тысяч продают за ТЕ. Они просто по весу, как металлические болванки, просто такие. Так, в Россию отгружаем ZTE по 25 тысяч 250 граммов. Или по 20 тысяч 250 граммов. А включаются, не включаются? Как там что работает? Экран приклеили? Да, ну все. Это еще частота обновления была у нас авто. Время отключения сейчас отключим. 10 минут. Экран блокировки. Разрешить ко всем. Ну, в общем, пусть лежит пока, отдыхает. Но я не знаю, сколько он будет отдыхать. Мне холодно. Я в куртке сижу. А если не включить, то тогда ему совсем будет плохо. Это типа флагман. Иван. Синий маркетплейс кинул меня на Samsung S23 Plus. И все. Им было плевать вообще, блогер я, не блогер, и они удаляют комментарии по поводу всего. И меня также послал еще и продавец, и поиздевался. Послали мне вместо S23 Samsung. Вы думаете, я сейчас вам прямым текстом скажу, вы же понимаете, что все эти промокоды и т.д. и т.п. это рефералки. Ну, то есть блогеры получают ссылок деньги какие-то там. У Али много очень неалиферальных товаров. У маркетплейса синего просто их море алиферальных. То есть с ними дружить, вот прям прям очень круто. Но я сначала всегда, это знаете, как с Джумом. Вы помните, сколько людей лило на Джум? Я не фея, но я всегда сначала покупаю. Вот Джум мне там посылал один раз в 3 месяца, один раз в 4. Сколько у меня было постов про Джум? 2. Посмотрите телеги других блогеров. Или не блогеров, просто телеги. Им все равно. Я как вот покупатель. Я покупаю на синем. Если вас интересует, я все еще покупаю и на синем, и на зеленом, и на всяких. Но они меня как покупателя много раз кидали. Крупно я один раз засветил. Все, с этого момента мне они как платформы не интересны. Я у них спрашиваю, какая у меня гарантия, если ко мне обратятся, допустим, что вы будете с этим вопросом заниматься. Они говорят, нет. По поводу Алихи, я Алихи пишу. Я реально Алихи напрямую пишу. И там вот, допустим, у них сейчас разные цены. Я им пишу. У меня один из 2 аккаунтов на Али заблокирован. У меня там 70 с лишним тысяч баллов. Я до сих пор не могу покупать. Но я понимаю, как Яма работает, у меня там есть какие-то контакты. И понимаю, как Али. Я понимаю, как работает синий и зеленый маркет. И они прям волшебны по поводу работы с ними. Но они не волшебны, как ко мне, как покупателю были. И все. Вот у меня шоры и т.д. и т.п. Это мой опыт. И если черт с ним, что они меня кинули на смартфон, проблема в том, что они удалили все комментарии, вы понимаете? То есть я написал, что вас могут кинуть, вам пошлют другой смарт, они просто взяли и удалили коммент. Как мне относиться к этому маркетплейсу? То есть я отношусь к нему как разводилову. Он меня развел. Как я могу его советовать? Кого-то не разводят, кому-то баллы не списывают, у кого-то там все хорошо. Вот у кого все хорошо, те и советуют. Правильно? И я не говорю, что, еще раз повторяюсь, у меня 2 рекламных обзора будет в феврале у 3-го эшелона, которые я хейчу, Текно и Tel. У меня там есть свои проекты, которые вообще к YouTube не относятся, где я деньги зарабатываю. Но вот здесь у меня есть возможность рассказывать, как оно есть. Да, это моя схема роста канала, да, это моя схема возвращения зрителей. Но кого эта схема не устраивает? Я думаю, всех устраивает. Абана, мне придется вас тоже забанить. Почему? Ну ладно, не забаню, я удалю. У Озона есть глобал и не глобал. Вот то, что глобал,
Это прям очень все сложно, особенно с возвратами и т.д. и т.п. Все, что не глобал, это вот так. То есть то, что не глобал озон, это вот так. Так же, как с дек глобал, никогда не пользуйтесь. Очень не советую. 3 месяца мне возвращали с лишним, когда я купил у них планшет. Это моя боль. То есть как покупателя, и вы на себя ее хотите экстраполируйте, хотите не экстраполируйте. То есть можете на себя ее применять, можете нет. Но в этом-то и прикол канала. Спасибо мне, что я это купил. Где я купил? Али, а нет, вот здесь не Али, здесь Авито, Али, и этот я не скажу где. Я думаю, вы догадываетесь, плохой маркет. Но это я купил, даже, ну, как бы я сказал человеку купить, если придет, не придет, я ему переведу деньги. В общем, он пришел, я ему перевел чуть-чуть больше. Потому что, ну, я тоже плевался. Но у меня там сходило по... Получается, по времени мне быстрее было оттуда. И там, где я сейчас нахожусь, вот это дело на Али было не купить тогда. Вот если прям совсем кратко. Антон Соколов, ну вот опять же, видите, S23 Ultra пришло что-то наподобие Дуги. Вот чтобы вы ко мне не приходили так. Нет, почему? Я отдаю иногда у Озона. Есть там официальные представители, по-моему, этих щеток, пыликов. Но я их лично знаю. То есть я лично знаю, что эти типы не придут и не кинут никого. А если кого-то кинут, мне кто-то напишет, я знаю, где их искать. Вот и все. Не-не-не, никаких топов. Армагадлин. Все максимально топорно. Так, мы ждем, сколько у него должна быть. Ну, не 300 же 80 у него люксов яркость. Сколько у него люксов яркость? Неужели 300-800? Это ж флагман. Все, я вам поныл, чтобы вы понимаете, да, что это я объясняю для того, чтобы всем было понятно. Я не говорю, что мое отношение правильное. Еще раз повторяю, что мое отношение к этому делу невыгодное. Маркет и все это все пиарят. Вы думаете, ну, как бы логично, что это выгодно. Я вам прямым текстом говорю, что это в десятки раз выгоднее, чем пиарить Али или Яму. Вот прям даже... да, Али и Яма. Но поэтому Али и Яма стабильные. Вы понимаете, ну, как бы... Если что вам... Вот это дело, ну, как бы рекомендовали же вам кто-то. Ну, потому что его выгодно рекомендовать. А кто-то не рекомендовал и плевался. И правильно делал. Бегаешь? Не бегаю, я даже не сплю нормально. У меня сейчас, чтобы вы успокоились, час 11. И как вы думаете, вот кто-нибудь делал когда-нибудь ролик? У меня ролик сегодня был 1 час 2 минуты. Надо переименовываться. Армагаддин, да, очень сложно. Не забываем прожать лайк. В общем, это минимальная температура. Температура батареи 45. Давайте-ка отключим. Это просто вот от экрана он, что ли, получается, греется. Что с ним не так? Что с ним не... Сколько у него должна быть максимальная яркость? Понял, спасибо, банить не надо. Я не хочу по поводу этого рассуждать. Ну, вон человек уже рассказал, как ему с S23 Ultra вместо S23 Ultra прилетел смарт, который доги. Вернул ты деньги, нет? ОССР, я еще раз повторяюсь, вот мы сейчас просто абстрагируемся от сотовой связи. Меня это не интересует. Я вам сразу спойлерну, я никогда не рекомендую ZTE. Окей? Идите, спрашивайте, что с... Там есть у нас уже обзоры на несколько... Ну, на 100 тысяч просмотров я видел есть. Я уверен, что они вам все расскажут. Вот прям все. Что все хорошо. Вот у них спрашивайте. Я не рекомендую ZTE, от этого танцуем. Почему? Потому что он перегревается. Все остальное меня не интересует. Если есть проблемы со связью, они есть. Они решатся с обновами, рано или поздно. Должны. Вот. Я планировал покупать. Я ж очень часто советую, если вы хотите покупать какое-то устройство, пожалуйста, не приходите ко мне на стримы и не смотрите мои обзоры. Ну вот, у вас будет ко мне негатив, и вы смотрите на то, что вам не надо. Потому что у меня миссия такая. Вот, хотя здесь по большому счету даже и миссии не надо никакой. Он у нас остыть не может. Как долго? Так, сейчас мы будем смотреть. Вот у этого экрана какая-то серость. Есть у меня ощущение серости. Серьезно? Вы прикиньте? Это какой-то стёб. Он просто...
Какой там МТС? У него яркость просто прыгает. Просто. При морозилке, где 16 градусов температура. Вы стебетесь? Как его вообще его... Я смотрел просто несколько обзоров. Я думал, это дичь. Я думал, типы просто вот решили хайпануть и похейтить. Ну, типа одной крови. Нет, они... А как у них нормально? А у кого-то нормально же он показывал? У кого-то же показывал он нормально? Откуда-то же эти люди идут, которые собирались его покупать? Друзья, откуда вы взяли? Что с ним происходит? У меня в комнате морозилка. Я сижу в куртке. Почему у него яркость прыгает? Я же отключил экран. Окей, ждем. Михаил Кутепов. Не-не-не-не-не, ну зачем? У меня, опять же, вот вы можете отключить звук. Мы топорно тестируем девайсы. Вот все происходит при вас. Ничего вообще, вот чтобы мне не было, как я не люблю вот этой вот темой из разряда, ты какой специально? Вы вообще понимаете, как блогерская жизнь работает? Мне хвалить что-то в десятки раз выгоднее. У меня канал растет линейно. Мне ни тепло, ни холодно от того, что я ругаю. Мне вот тепло от того, что я хвалю. То есть, если бы я хвалил, людям бы больше это нравилось. Потому что не так много этих техноблогеров, я вам скажу прямо. Особенно с таким объемом. Мы не говорим по поводу именно контента. Вот именно с таким объемом обзоров их немного. Никуда не расходимся, мы просто ждем. Для бега всегда я советую Huawei. Нереально точные показатели, прям как у часов. Либо Mi Band 8 от Xiaomi. Тоже неплохо. И вот сейчас хотел у стрима читать сообщения, не получается. Да это вообще какой-то, ну это дичь. Ну это дичь, вы видите, он у меня чехол валяется здесь, дешманский этот. И смарт волшебно выглядит, если его не трогать. Если ничего не измерять. Потому что можно по поводу шима танцы устраивать. Все, 822, запомнили. 700. Да что ж такое? Вот, 840. 840, да? Все видят. А дальше я измеряю шим, и потом мы уже настраиваем все для того, чтобы играть. Играть я буду в морозилке. Ух ты, ёшки. Сейчас мне расскажут про то, что там DC-диминг вшит, да? Где-то. Давайте, те, кто пиарят его или продают, или что-нибудь еще делают. Где здесь DC-диминг? Ну, не критично. Ладно, не критично. Неприятно, но не критично. Это вам не Samsung, конечно. Но все равно мало приятного. Нет, конечно, будем продолжать. Мы не ищем легких. Я зря его покупал за полтов лишнего. 52, что ли. Доставка 53 с копейками вышла. Так, понеслась. Что мы имеем? Но сначала я покажу вам 3D марки. Ну, 3D марк мы уже пытались с вами проходить. Давайте я сначала настрою камеру. Пардон, как говорится. Потому что мне надо... Вот. Мне надо ISO настроить. И... Так, а где здесь ISO? ISO. Все. Настраиваем ISO, и потом мы сможем играть. Соточку пусть будет, да? Все видят на сотке. На сотке все видят. Если что, будем измерять. Так, яркость максимально. Все. 39, 32. Вот 34 уже. Все, ниже некуда. Стресс-тест покажу. Я думаю, вы и так догадывались, и без меня, да? Ну ладно, хотя бы 125, нет? 50 не выставили здесь в этом режиме. Давайте 200 ISO. А, точно, он же не особо яркий. Зачем я себе мозг взрываю? Так, 320 ISO. Почему он через шаг делает? Ну ладно, пусть 400 будет. А есть ли возможность второй камере выставить 60 FPS? Ну, вообще технически здесь две камеры, обе в 60 FPS работают.
Как отрабатывает, я не знаю. Какая из этих камер показывает не 60 FPS? Так, что еще мы хотим посмотреть? PCMark. PCMark, кстати, неплохие данные показал. Но, говорю, это все не важно, потому что вот 20400, 20400. Кстати, а где... Так интересно, я же на автономность его гонял уже. Ладно. Кому интересно AFW, разумеется, здесь CP Gen 3, Nubia Ultra, экран 400 ppi, 480, 400 ppi у них здесь. Не флагманские вообще, даже цифры не флагманские. А по работе, ну, говорю, это секта. Вы правильно написали? Это не сетка, это секта продавцов, это не секта фотографов, поверьте мне. Потому что фотограф, имея 50 тысяч рублей, пойдет купит себе Sony ZV-10E, а точно не пойдет покупать себе какой-нибудь там Nubia. Вот прям миллиард %. Так, и показываю, что у нас частота 120 Гц. Ничего ж себе, он быстро как разрядился. И бездействие 10. Все. Все. Дальше идем в PUBG New State, наш любимый. Автояркость должна быть включена. Где? Где автояркость должна быть включена? Не-не-не, не 30. Сейчас я переключу, вы сейчас увидите. Все по фэншую. Объясняю, почему вокруг темно. Потому что, чтобы вы видели яркий экран, чтобы вы видели все на экране, нужно, к сожалению, вот так все делать. Так, чтобы всем было удобно. Стоп. Давайте покажу настройки. Еще раз, это будет имитировать что? Это будет у нас имитировать, каким образом он будет работать с играми. Ген 3, все по фэншую, все как у всех. Но я уже вижу, что он, по-моему, сбросил уже. Ладно. Никаких Game Turbo я не буду включать. Вот здесь есть, разумеется, вся эта тема. Давайте сначала без нее посмотрим, что он может. Окей? Не надо Твича, он не может даже яркость у нас держать. Он 800... мы не посмотрели максимальную яркость. Напомните мне потом использовать фонарик и проверить макс яркость. Окей? Почему гироскоп в игре не включаете? Не хочу. Потому что я не ищу легких путей. Мне не нужна победа, мне нужно участие. Вообще есть люди, которым страшнее победить, чем не победить. Вот, кстати, Вибра. Так интересно. Ну да, но убогенькая, но не совсем дошманская. Просто, опять же, я читал, что кому-то оно кажется слабым. Но относительно массы, да. Это такая же тема, как в Oppo Find X7 Ultra. Там, разумеется, Vibro лучше и сильнее. Но его не хватает из-за массы устройства. То есть это 227, это почти 250 граммов чехлом. Не почти, а 250. То есть четверть кило. Просто вот четверть килограмма. Четвертак. Будет плохо. Так, стоп. Не будет ему плохо. Будем мыслить позитивно. Одну катку отыграем и посмотрим. Только я не могу почему-то даже шторку опустить. Ему уже плохо. Не мешайте ему. Так, стоп, сброс, старт. 77% запомнили? Я не запомню уже, лучше записать. Сейчас в пылу ответов на комментарии. Не забываем прожать лайк всем, кто пришел. Рано или поздно здесь окажется ваш смартфон, и мы с вами коллективно сможем ответить на вопрос, почему он хороший. Потому что если я ищу, почему он плохой, очень часто приходят продавцы и убеждают аудиторию в том, что он хороший. Это правильно. Потому что какие-то вещи мы находим. Насчет того, что мы сейчас не проверяем фото и видео, я повторяюсь, что уже в моей личной телеге благополучным образом выгружены примеры фоток. Я очень надеюсь, что вы посмотрите их и поймете, что все не так радужно, как вам рассказывают. Вообще не радужно. Конечно, заказывайте. И какую-нибудь альтернативу, знаете, еще лупануть из того же ZTE. Какой-нибудь там Red Magic мракобесный. Выбирайте или это, или это.
Или не знаю, какой-нибудь... Что еще из Китая душманское есть у нас? Ну дальше Infinix уже. Все. Вот и вспомнил в Суе, и меня сразу снесли. Нечего выделываться, как говорится. Опа! Вы это видели? Или это был глюк? Все это видели? О, как хорошо. Можно ISO 3200 уже выставлять. Волшебный экран. Ну, вы знаете, да, почему можно уже 3200 выставлять, да? Что он слишком хорош для всего этого. Уже ISO 3200. Начинали с 200. Сонька, скорее всего, будет следующая. Почему? Потому что мне кажется, что если я ее не сделаю обзор в ближайшие 3 дня, я ее разобью. Она настолько крутая, насколько она и ужасная. По ощущениям волшебные. По каким ощущениям? Сформулируйте, пожалуйста. Я же всегда говорю, мне все всегда очень нравится. Волшебные смарты. Так, давайте я сейчас лицо. Вот здесь точно лицо надо поменьше чуть-чуть сделать. Вот, все. Ёшки, там зарубы какие. Опа. Я очень надеюсь, что это бот. По количеству выстрелов это бот. Все. Живем. Когда у тебя есть АК и даже минимальная броня, это уже можно как-то играть. Ёшки. Да что ж такое? Ладно, давай, поднимай меня. Будем играть вместе. Это я ступил. Ага, все-таки решил меня убить. Ну и ладно. Выход. Как-то я... Ультра быстрая катка, 3 минуты. Ну и ладно. УССР, еще раз повторяю, вас придется, наверное, забанить, потому что сарказм здесь неприемлем. Я хожу, до этого, до айфона ходил с Huawei, до Huawei ходил с Samsung'ами. И даже на S23 снимал. Вот. iPhone поди. И если вы хотя бы примерно когда-нибудь, рано или поздно, включите голову, в хорошем смысле, это без оскорблений, и прикинете, сколько мне необходимо ходить с этими смартфонами, чтобы вы увидели часовой ролик, и каждый день видели просто бешеное количество фотографий, вы поймете, что это дело я использую только как камеру. Ну и максимум я еще постю в телеге какие-то вещи. Потому что фотографии на что-то надо делать. ТЧК. Из всего, что я тестировал, он лучше всех. Для съемки. Так. Он вроде вернул яркость. 1600 ISO. Но люди не понимают, они просто не понимают объемов. Еще раз, ежедневно на YouTube-канале Польза.нет обзор. Помимо этого есть еще лайв-канал. На лайв-канале вы видите обзоры там раз в 3 дня. Помимо этого еще и стримы. Помимо этого у меня 7 телеграм-каналов. У меня нет времени сидеть в своем телефоне. Хотя в основном в телеге я, кстати, пишу с компьютера. А чего я кому объясняю? У меня есть моя аудитория, вы просто не моя аудитория, не расстраивайтесь. Это как с камерами. У меня есть 2 Соньки, 3 Соньки. ZV-10E, FX3, очумевшая оптика, GoPro, Mark II. А подсъемы я делаю на iPhone. Почему? Дурачок? Нет. И оператор мой Игорь также снимает на iPhone. Каждый миллиард раз повторяю. Если бы было что-то лучше, пусть дороже, даже в 3 раза, более компактное, удобное и с нормальным качеством, я бы снимал на это. Если бы у Huawei были Google сервисы, я бы снимал на него. Потому что он дешевый, кстати. Есть на что сейчас заменить Redmi K20? Нет. Нету без дырок никаких смартфонов. Только вот это. Но мы пока не можем его нормально протестировать, потому что меня сразу выносит.
Хотя, опять же, пока мы на борт будем прыгать, можно посмотреть яркость. У меня есть ощущение, что ничего с ним не произошло за это время. А, кстати, мы не смотрели FPS. Кто смотрел FPS? Там все норм? Обожаю этот телефон. Вообще никаких проблем. Но 400 хватает в темном помещении. Особенно учитывая, что я привык уже к тому, что он тусклый. 400 люксов. Ниже он не падает. То есть, в принципе, играть можно. Кстати, без сарказма, но комфортно это 600. Потому что, когда будет ночь и 400 люксов, это будет печаль. С другой стороны, вы зато видите стол помимо смартфона. То есть, так бы не видели. Максимальная яркость, напоминаю. Пиковая, Алексей. Максимальную мы знаем, 800 с лишним люксов. Пиковую мы не знаем. Максимальное это то, что он в максималке делает. Пиковое это когда ты включаешь автояркость и фонариком светишь на него. Имитировать попадание на солнце. Пока, кстати, 90 FPS держит. Вот. Ну, я говорю, вы можете что угодно говорить, но тот рандом, который я увидел после 3D Mark, говорит о том, что лучше этот телефон не брать ни в коем случае. Нормальный ли шим? Нет. Но это же мои проблемы, не ваши. Или вы решили его купить? Вы сравните с другими смартами. Шим, потому что меньше яркость. Меньше яркость, он сбросил яркость, и, скорее всего, DC-диминг у него не подрубается. Наверное, шим еще выше. Что он устал уже. И любыми способами и средствами пытается как-то с мощностью своей справиться. Так. Мне вот интересно, а кто-то сознательно арбалетом играет или нет? Кто-нибудь знает кого-нибудь, кто играет сознательно арбалетом? Так, надо включить звук. Очень странное соотношение сторон, я только сейчас заметил. Непривычно. Ну, все равно удобно. Не говорю, что неудобно. В руках, кстати, комфортно лежит. Де-факто. Опять же, эти 400 люксов вы будете также, когда снимать на смартфон, он будет не меньше греться, а скорее всего будет греться больше. Так что 400 люксов это нехорошо. Особенно так быстро. А, для достижения фана, понял. Это не про меня, короче. Ни одно, ни второе не про меня. Нет, про достижение это я знаю, но как бы прям по-серьезному использовать арбалет это такая штука. Бот. Это был бот. Но мы еще живы. И это плюс. Как раз аккурат в конце зоны. Можно полутаться спокойно и уходить. Может быть, есть смысл, если вы видите 30 FPS, да, наверное, при 30 FPS передает. Я попробую разобраться. В автомате он дает, наверное, больше. Попробую разобраться потом, стрим в такой сделаю. Для теста. Тестовый. И, скорее всего, это из режима камеры. Когда я выставляю его в автомате. Сейчас, когда катка пройдет, хотя бы одна. Потому что та была не катка. Та была жалкое подобие левой руки. И не игра. А это я уже здесь бегал. Так, ладно, мне кажется, надо выбегать отсюда. Хотя лучше пролутаться.
Еще гироскоп проверять. Увольте. Вы понимаете, что я снимаю сейчас на камеру, если я буду вот так водить, камере будет тяжелее. Народ будет видеть меньше. Пока народ видит все. Всем огромное спасибо, что пришли. Если есть какие-то вопросы, пишите. По вашему мнению, 12 Pro Max по съемке видео совсем отстал от 14-15 айфонов? Да. iPhone 12 Pro Max, 14 и 15 снимают плюс-минус одинаково, вам это и оператор любой скажет. А 12 Pro Max, конечно, далеко. Далеко позади. Особенно в темных каких-то сценариях использования. При свете нет, норм. Без света не норм. Так, что у нас тут еще интересного? Нет, ничего. Кэша у меня 480. Кстати, кэша норм. Можно заказывать себе улучшалки на пулемет. Последний дом и улучшалки. 540, я думаю, 60 наберут. Но не факт. Как у кого день прошел? Сегодня же у нас пятница, нет? Завтра уже выходной. Не забываем прожать лайк. Всем огромное спасибо, что пришли. Все, нашли. На руках Samsung S21 FE. Хочется китайского китайца с непозорной камерой. Нового опыта. С непозорной. Они все будут за 50 непозорные по камере. Из свежих китайцев за 50. Ну вот смотрите. У вас до этого S21 FE был. Neo 9. У вас с бендами все окей? Vivo, конечно, дорогие смарты. Если брать IQ 12, допустим, сколько он сейчас стоит? Других. Сколько стоит IQ 12? Так, стоп. Раз, два. Зачем мне два, если мне один? Правильно? Один и... Не хватает. Ну ладно. Дроп. Вообще пока все хорошо. Надо поменять иксы. Ага, уже дроп прилетел. Че это, конечно, висящая штука. Почему перестали в смартфонах добавлять разблокировку по сетчатке глаза? Кстати, давайте-ка я попробую режим поменять. Что так как он яркость сбросил, в принципе, терпимо и так. А вот FPS будет больше, мне кажется. Получше по FPS. Да, он вообще хорошо так сбросил.
И там какие-то зарубы. Куда я не буду заходить, это точно в здание. Иначе наша игра закончится быстро. Да. Надо брать тачку и ехать. О, там кого-то снесли уже. Не забываем прожать лайк. Мы в онлайне сейчас гоняем Нубию. Разумеется, чуть позже более предметно поговорим про камеры. Проверим, как долго она может снимать непрерывно. Там минут 15 посидим. Проверим температуру. Даже не в 4К 60, не в 4К 120, а в 60 FPS. 17 минут уже играем. Понимание, в принципе, есть. Понимание есть, кстати, что он сбрасывает яркость, но не сбрасывает FPS. И при желании поиграть, ну, в небольшой яркости можно будет. Просто нужно понимать, что это будет 400 люксов. То, что он рандомно у нас сбрасывал яркость, это было плохо. И это было непонятно. То есть ты просто пользуешься смартфоном, а он у тебя сбрасывает яркость. Беда. Да. Такой себе водитель. Нужно искать дроп. Не вижу дропов. Сколько FPS? 90-89. Все хорошо. То есть FPS прям огонь. Видите? Да, как-то шумит она. Надо фикс убрать. Под эти дела тоже. Как вы думаете, лучше фиксу взять? Под стримы? Или нет? Это как раз будет неудобно. Мы и так вроде в глубине зоны, кстати. Непонятно, где будет безопаснее даже. Ладно. Ботов, наверное, всех вынесли, уже осталось 19. Руки начинают потеть. Противно. Через 20 минут руки начинают потеть. Даже в 16-градусной температуре под кондиционером. Же нечего было куртку надевать. Так бы он тебе грел, и ты бы радовался. О, папа. Ну-ка. Не факт, что это супер команда. Опа. А как понять, что это такое происходит?
Ах, нашел меня. И отомстил. Так, это хорошо, потому что мы можем успеть и температуру посмотреть, которую, в принципе, он не любит сбрасывать. И яркость. Ну, 400 люксов, норм. Вот температурку мы посмотрим, потому что ощущением 21 минута, и он уже неприятный. Мои ощущения, мои проблемы, да? Пока все супер. Да, это глюк. Контраст просто относительно морозилки. И, может быть, единственное, что он успевает охлаждаться. Нет, 35-38. Все волшебно пока. Тогда еще гоняем. Тогда еще гоняем. Фикс надо затестить. Ну, для того, чтобы его затестить, его надо купить. FPS 90. Все волшебно. Он погаснет сейчас. Ничего не погаснет. 43 года не смотрел. Не забываем прожать лайк. Мы сегодня мучаем Нубио довольно топорно. Повторяю, что у нее есть проблемы с запотеванием камеры по отзывам и с работой 4G в глобальной версии смартфона. Возможно, с обновами допилят. Пока неизвестно. Redmi K70 Pro, iQOO Neo 9 Pro. Я бы ничего из этого не брал, я бы брал iQOO Neo 9. Зачем вам 9 Pro? Чтобы купить что? Чтобы купить что-то на непонятно каком... Чтобы ультраширик просто купить на 50 мегапикселей. Зачем вам Neo 9 Pro? Тогда iQOO 12 берите. Опа. Это тег NFC. Все норм. Да, сейчас картинка плавная. И вот я ощущаю, что он сбрасывает яркость в игре. Вы убейте меня просто. Нет. 416 люксов также. Либо он так быстро переключается, либо... ну может быть потемнело, и поэтому уже неприятно. Архитектор, привет, рад, что ты до нас дошел. Не забываем прожать лайк. Всем огромное спасибо, что дошли. Я понимаю, что смарт не особо популярный, это раз. Два, разумеется, все прекрасно понимают, какие его подводные камни. Хотя, опять же, распиарили его по полной, потом уже реальные обзоры вышли, и в итоге ничего удивительного, ZTE. Хотя, опять же, пока все, вот не считая того, как он с симками работает. Хотя мне не особо нравится. Вот смотрели кто-нибудь примеры его фото уже в телеге? Вам реально не нравятся прям такие волшебные? Не только глобальные, но и китайская. Но я читал, что глобальные проблемы у людей. У меня 5G с ума сходит. То хорошо, то плохо. То есть он в моменте может показывать цифры в 3 раза меньше. Каждый тест по-новому. Я могу единственное сказать, что он нестабильный. Но вот по поводу 4G я буду еще тестить с разными симками. Опа. По сути, несколько человек в темпл летит. И там уже идут зарубы. Это как так быстро? А, нет, это просто граница. Здесь хороший лут, поэтому сюда прыгают. Зачем они-то сюда прыгают? Я, понятно, прятаться прыгаю. Им здесь что делать? Ёшки. Ёшки. Как грибов просто. Ух ты, ё. Спасибо большое. Я понял уже, здесь крутыши прыгают. Фото на Нубе хорошее, но на Oppo лучше. Ну подожди тогда, Oppo Find X7. Он, кстати, стоит намного дешевле.
Universal там, да. Не, фронталку вообще не спрашиваю. Фронталки лучше бы не было. Так, наверное, между этими двумя просто прыгну. Хватит мне лута. В 3 зданиях. 2-3 дроповских пушка там может лежать. Понятно. Да я в основном родными заряжаю. Поэтому с меня тоже спрашивать. Опа. Касочку найти бы еще. И я вполне конкурентно способен буду. Все. Не спрашивайте меня, зачем у меня 2 пулемета. Просто надо. Пусть будут. Опа. Ага, кто-то здесь лутался. Да серьезно, ну почти же ж. А, тут их еще несколько. Тут еще несколько. Ну что же не компанейская тусовка вся? Этот стрим позоримся. Бюджетный Рэмбо, да. Почему у меня ощущение, что он теплый? Ну ладно. Опа 12 якобы разбблок. Интересно, но можете купить, если вам интересно. Но мой опыт подсказывает, вот почему я про Ace 3 и говорю. Потому что Ace 3 мне пришел заблокированный. Точнее, он был разблокирован, но в итоге он заблокировался. И Али сначала не хотела возвращать мне деньги, притом об этом аккаунте Али, разумеется, не знает. Потому что тот аккаунт, о котором Али знает, что я блогер, он вообще заблокирован, это вообще ничего покупать не могу. Это какой-то сюр. Вот. А этот, получается, мне вернули или 95, или 85 долларов, а покупал я его за 350. То есть технически я купил себе Ace 3 заблокированный за 280 баксов. Ну, плюс-минус. Я посчитаю все и обязательно в своей личной телеге скину, сколько получилось, со скринами, когда деньги дойдут, потому что они проверяют, можно ли их вернуть. И имелась в виду одна родная зарядка, но она разная бывает. У Samsung, например, 15 ватт есть и 25. Вот. Я думаю, мы последнюю катку делаем, потому что, смотрите, 69%, 77%, 16% в час. Все волшебно. На 400 люксах. Имелось в виду, уже понял. Пока все хорошо. В Геншин будем пытаться гонять или нет? Он потяжелее будет. Но это все зависит от вас, как говорится. Не забываем прожать лайк. Я как этот попугай. Не забываем прожать лайк. Нет, я не заметил, что емкость аккумулятора уменьшается. А, это вот одна тусовка получается или как? Ну и ладно. Это реальный склад. Больше их нет.
что, Влади? Genshin Like. Окей. На всех ультрах? Хорошо. Погоняем на всех ультрах. Ну как можно сказать, что смарту легко, когда у него сразу 400 люксов, и он даже не держит вообще, просто заходишь в игру и 400 люксов, и все. Но такие смарты для Гена не покупают. Нам бы лучше 15 минут бы поснимать. Но с другой стороны, я все равно на час включу его потом, чтобы оценить, как быстро поедается батарея. Пока все хорошо. Все равно PUBG оценивает это. То есть, как оценка для смартфона, даже очень неплохая она. Нагрузка норм. Понятно, Гена это просто будет бомба. Нет, почему? Ну, опять же, почему он неплохой? Это просто третий эшелон. Хочется дымка. Хорошо. Только мне сейчас надо будет батарею менять на фотике. Надеюсь, что она заряжена. Я почему-то думал, что когда он работает от сети, его заряжать не надо. Показывает нулевая батарея. Ночью при 500 люксах неприятно играть. О! Непонятно, откуда здесь вообще лут какой-то. Ну ладно, спасибо. Не ожидал, что он здесь будет. В коричневом чехле Oppo Find X7 Ultra. Опа. Спасибо за бота. Бот игроку друг, а не враг. О, Драгунов. Я пока еще ни разу за игру им не воспользовался в итоге. Мне кажется, вообще ничем толком не воспользовался. Меня все выносит сегодня. Ну и ладно. Так, что интересного еще? Ну, интересного то, что надо похилиться. Да, бот игроку лут. Опа. Типы бегут. Опа. СЛР-ка лучше, чем... ничего ж себе. Чем Драгунов или нет? Так, здесь у нас 40 будет? Нет, не 40. Тогда пулемет лучше. Серьезно, а что я такое набрал, что тут?
Но вот ночью уже неприятно играть, мало что видно при такой яркости экрана. Где я здесь бегаю? А, здесь бегу в зоне. Видите, у меня высокие суицидальные игровые риски. Опа. Вот. Иначе бы я уже был вынесен. Ага, иксы у меня есть только на... Вот там уже может быть не бот. Опа. Что за звуки? Не вижу никого. А он есть. А вот он. Сколько же мне ботов накидали, смотрите. И там тоже. Или там его не добил. Не, мне кажется, добил. Это за все мои унижения. Так. Иксы. Икс на Драгунова. Опа. Там какие-то зарубы. Но я ничего не вижу. Ладно, сейчас добегу и проверю. Что там с яркостью. 38 минут. Так, и... Люто темно. Лютейшим образом темно. Не забываем поражать какой-нибудь лайк. Почему? Потому что мне кажется, что стрим с сомнительным смартфоном плохая идея. 450, 460, все норм. О, была просадка FPS, но это только потому, что я куда-то выходил. Так 90 FPS держит. Ну, эту катку достреливаем и все, идем дальше в Геншин. И потом чуть-чуть по съемке, потом проверим экран на пиковую яркость и все. То есть, в общем, желательно Драгунов, правильно? Опа. Здесь были зарубы. Вопрос, правда, дня. Это были боты или игроки? Опа. Обычно зона там, где много игроков, правильно же? Все эти бомбежки.
Мне кажется, я здесь дропался. Игрушки. Когда будет обзор ROG 8 Pro? Думаю, в понедельник мы первую прожарку будем делать. Кто придет на Азусы на прожарку? Опа. Мне кажется, на таких расстояниях разумнее бегать. Не бегать, а катать. О, там кто-то кого-то снес. Тихо. Да, и там какие-то продолжающиеся зарубы. Неужели я хоть раз использую Драгунова? Типок. Откуда? Operation Complete. И FPS как раз сбросилось. Что за Operation Complete? Ну и ладно. Что-то я сделал полезное, в общем. За любой кипиш, кроме голодовки, да? Так, все. Смотрю Антуту. 40 минут мы отыграли, 43 аж. Антуту показывает 41:38. Все отлично. Хотя корпус должен быть горячий, потому что он металлический. И мы ждем или врубаем Геншин? Наверное, ждем, когда он восстановится. Давайте. Когда яркость у нас восстановится. Это будет нормально. Потому что если мы не подождем, это будет неправильно. Как минимум. Давайте пока, если есть вопросы какие-то. Рок будет интересен. Нет. Хаген Плейс. Нет розыгрышей. У меня не юная аудитория. По моим наблюдениям, то, что я Mi Band разыгрываю, ну, оно как-то так. Но просто я когда-то сказал, что я буду разыгрывать, и я разыгрываю. Вот и все. А так, как розыгрыши. Когда у тебя огромный канал, имеет смысл. Когда у тебя небольшой канал, то нет. То есть, что это сделает? В лучшем случае набежит детворы. В лучшем. Таиланд, да. Деревянный замок Серж Павлов. Храм истины. Можешь погуглить. И итого что? Итого пока все норм. .5G работает рандомно. По 4G народ ждет, когда придут обновы. Получается так. iPhone не может набирать лайки. Почему iPhone? Причем здесь iPhone? А, кстати, а зачем? Ну да, я, наверное, подожду, а потом в итоге мне надо будет manual выставлять, потому что он сейчас яркость восстановит и все. Ну хотя, когда он восстановит, у меня реально желтит. Вот я говорил сегодня, я не говорю желтит, серит. У меня этот экран желтит. Я его пока настраивать не буду, но вот в стоке он желтит. Нет универсальных смартфонов, по моему или не по моему мнению. Более-менее оптимизированные это были OnePlus, когда у них цена-качество была другая.
Если брать по съемке, Vivo классная, если из китайцев. На Самсы люди садятся и сидят на них очень долго, несмотря на то, что у них там очень много недостатков. У меня же есть топы. Xiaomi 13 был очень сбалансирован за свои деньги. Прям мега сбалансирован. Мне он безумно понравился. Еще и не супер габаритный. Здесь нет понятия баланса, потому что я не знаю ваши потребности. Кому-то нравятся маленькие смартфоны. Я бы сказал iPhone 12, ой, 13 mini, правильно? Но у нас после него вышли Asus. И разумнее бы было, наверное, брать Asus Zenfone 10, а у него недостатков эгегей. А из альтернатив ему был тогда S20, S23 от Samsung и Xiaomi 13. Хотя он был побольше. Игорь GK, потому что на обзоре я общаюсь не только со своей аудиторией, а моя аудитория, вот сейчас она, допустим, на стриме, она прекрасно понимает все подводные камни. И для этой аудитории я, конечно, могу советовать Neo 9, это просто пушка, бомба, нереально крутой смартфон. Вот. На iPhone, да, не успел. Universal я в этом году 2 раза пытался iPhone разыграть, но как-то народ не набирает лайков. Про Asus то же самое. У меня не аудитория не та, то есть это и хорошо. У меня молодой аудитории нет. И по этой причине канал с одной стороны не растет, с другой стороны он растет в той мере, в той пропорции, в которой мне хочется. То есть смотрят тех, кого мне хотелось бы, чтобы люди смотрели. Я смотрю каналы, которые смотрят зрители. Это Вилса, разумеется. Там The Box, как вы знаете их прекрасно, да? Дима Вайпер, Розеткет. Все по фэншую. Стандартная тусовка. Что топ за свои деньги? Так, стоп. Он не вылетел, надеюсь? Нет, слава всему. Я не понимаю, почему света не хватает. Очень странно. Может, режим какой-то? Я шумы вижу прям конкретные. С вот этой камеры. Да, на Xiaomi новая 8-гигабайтная операционка. Как Asus себя покажет? Мне тоже интересно. Но я говорю, там придут люди, которые советовали его. Если он дойдет, я думаю, дойдет. Посмотрим. Так, все. Ну, сколько можно терпеть? Сколько мы ждем уже? Он тем более холодный был. И все равно ему вообще. Почему, если ты холодный, ты не можешь повысить яркость, друг? Или у него 500 люксов номинальная яркость? Это настройка. Давайте-ка вот так попробуем. Восстановить ему яркость. Вот так она восстановилась. Видите, 1100 люксов. Да. Смотрим. Хаген, прошу не упоминать эти каналы, потому что все это не... Это сейчас каналы не про технику. Вот. Очень много стало каналов не про технику за эти года. Но, опять же, у всех свой выбор. Политизировать или нет. 1200 люксов, и он держит, в принципе. Так интересно, он взял и сбросил максималку, а так 1200 держит. Мне в окно что-то влетело. Пардон. Птица какая-то. Очуметь. 5 секунд. Да, это голубь. Прикиньте. В окно влетел голубь. Да. У кого такое бывало? 1100 люксов. Ну, в общем, мы в целом запомнили, что ничего критичного не происходит. Убираем автояркость. Оставляем максималку и ждем, когда он... Мы теперь знаем, как вернуть яркость. Короче, это чисто программный глюк, прикиньте. То есть, если он сбросил яркость, то он ее не восстанавливает сам. Не, они, если будут что-то кидать, что-то посерьезнее. Да поверьте мне, я популяризирую эти железки больше, чем любой другой. Вот облизывание и накидывание
Оно ж глянец-то ощущение. Ну, как у ZTE может не быть недостатков, понимаете? Больше всего меня бесит, конечно, люди, которые Red Magic советуют для игр. Это просто... С ним прикольно ходить. Я говорю, мой перекуп ходил с ними. С Red Magic. Ему в кайф. Но он не играет. И у него спрашиваю, а для игр у него, получается, племянник, стример. Он говорит, ну он поиграл, говорит, все это, ну, вылетает, вырубается, говорит, зато ходить классно, камера не выпирает. Ну и все спрашивают, что это. Нет, это не летучий, это был голубь. У меня первый раз такое, что голубь какой-то залетал. Не забываем прожать лайк. Сашка, попугай отличается умом и сообразительностью, умом и сообразительностью. Включаем Гену. Без активации вот этих всех режимов можно? Все по фэншую. Просто Гена. Ко мне летучая мышь залетала. Ну, круть. Яблоко, кстати, холодное. Прям... Хотя экран работает. И чтобы вы понимали температуру в помещении, видите? Яблоко 27 градусов. То есть вот температура в помещении. Тихо. Старт. Прогрузка. Я его уже прогружал. Мне интересно, за сколько он сейчас загрузится. У меня, кстати, есть еще для интереса этот Диабло, но я не стал его загружать. Точнее, я его загрузил, я, наверное, не буду в него играть. Нас меньше 100 человек, вот когда будет больше 150, я буду играть в Диабло. Так. О, уже прогрузы пошли. Прогрузы. Прям графика. Средняя. Он определил как средняя. Высоко и 60 FPS. Вы хотите на это посмотреть, вы посмотрите на это. Так, и секундомер надо включить, через сколько я почувствую, что ему совсем плохо стало. Не факт, что станет, но я почти в этом уверен, если честно. Уже сенсор реагирует нехорошо. Нет, это я плохо нажал. Надо четче нажимать просто. Так, куда-нибудь в какую-нибудь обычную локацию. Телепорт, закуплюсь едой, все равно надо. Z13 Lite, вроде модель называлась. Материалы класс, система интересная, но ни одной обновы. Нет, здесь уже мне обновы прилетали, это факт. Выглядит все безумно красиво. Я, кстати, уже ничему не удивляюсь. Отработает хорошо, будет классно. Так, а что, куда ты ушла? Еда на вынос, конечно. Купить. Раз. Вот можно было бы купить одним кликом все сразу. Но нет. К сожалению, не так. Вот так вот и играй. Зато кайфово ему. Никаких моральных проблем. Сижу тыкаю. Покупать. Можно бы было просто бекон есть. Или сосиски. Наличие 21, наличие 100, наличие 50. Наличие 36. И по сути гигей сколько. Ладно. И теперь что-нибудь сварганить. Использовать. Использовать. А, 200 тысяч. О, как много. Готовить. Быстрая готовка. 7 штук. Пока яркость сильно, кстати, не сбросил. Видите, автояркость не работает. Быстрая готовка. Блинчики. Нет, не блинчики. Надо, что мне просто жизни добавить.
Восстанавливает 150 хп. Нет, не надо ничего вводить. Это на Xiaomi просто. Здесь надо рутовать. Или здесь есть внутренний счетчик FPS? По-моему, здесь нету. Или есть? Так. И... Так, все, теперь можно поесть. Получить все. Удалить прочтенное. И... Еда. Не надо мне воскрешать, мне просто надо вернуть КП. Кто там наелся? Ладно. Какие-нибудь задания. В игровом разделе 5 секунд. Ручной режим, ускорение, джойстик, блокировка приложений, панель данных, эквалайзер, режим обжига, панель данных. Окей. Нет, не вижу. Смотрим. Производительность. Показать. Авто. Подъем. Настройка. Не могу видеть. Не вижу пока. Не, мне кажется, это не то. Уведомления. Мерцание. Сообщение. В общем, на обзор уже разберусь. Все, я понял. Понял. Понял, о чем вы. Помощь в стрельбе. Усиление звука, эквалайзер. Level start. Level. Не то. Макросы не надо. Тем более сенсоров у нас все равно здесь нет. Справа мониторинг. Wi-Fi. Вот мониторинг. Окей, спасибо. Еще бы яркость он показывал бы, да? Ну, держит 60 FPS. Зачем Илюхе шифроваться?
Илюха приходит гордо и рассказывает, что Азусы лучше, с чем я абсолютно согласен. Пожалуйста, Серж, тебе спасибо. Я когда не особо не заморачивался с рогами. Говорю, потому что какая разница, какие здесь FPS, если яркость сброшена. С другой стороны, кому-то, кто будет играть в темноте, это актуально. Он еще сбросил. Хотя, опять же, возможно, это просто ночь в игре. Лютейшая. Что если прикрепить от него кулер? Если кулер прикрепить на что угодно, все будет хорошо. Точно плохо не будет. Но я все-таки буду тратить свое время на подключение кулеров только когда увижу, что аудитория это и правда интересно. И помним, опять же, что это третий эшелон. Вот я уже изначально, с самого начала увидел, почему я не буду его точно советовать. Но это не важно, почему, потому что буду ли я или нет советовать. Все. Я не знаю, обычно у Red Magic 9 Pro Plus, правильно, также он был. У него есть. Здесь не в курсе. Напишите, есть у кого инфа по поводу обходной. Посмотрите, если не сложно. Опасные перевозки. У меня от кулера все тепло на экран уходит. Очень странные дела. Я, кстати, уже проходил эти опасные перевозки раз 50, мне кажется. Точно, что они вообще не заканчиваются. Самое незаканчивающееся испытание. О, ничего себе, она по 700 летит его воздухом. Не, нереал. Товарищи лупить нереал, который параллельно. Шестьдесят FPS все еще. 12 минут уже играем. Ну, я так далеко еще не пропускал его.
Победить всех монстров, по-моему, я проиграл в прошлый раз. Так, ради интереса. С яркостью, что у нас? Вообще, по-моему, комфортно довольно все для самого смартфона. Стандартно он просто сбрасывает до 4 с лишним сотен люксов и все в огне у него. Ну, экран у Z60, у Red Magic 8.9. Нет дырок, углы прямые. Пока, да, есть обходная. Ну, все. Неважно, сколько он заряда тогда тратит. Правильно? Победите всех монстров. Не забываем прожать лайк. OnePlus 12, Realme GT 5 Pro. Я понятия не имею, их не рекомендовал, они могут быть заблочены. Я говорю, вы когда ищете какие-то мелкие недостатки, учитывая не просто могут быть, они заблочены будут, вы постарайтесь помнить, что есть крупные. И я не ищу причин покупать. А с модемом у меня проблем не было у них. Ну что, приходи. Уже не бездумно играю. Как до этого. Так, здесь снят. 9. Хорошо же. Ну что ж, почему гей так все время достается? Еще 5.
Вот этот вообще мракобесный. Пока играем 18 минут, поэтому не грустим. Играть от розетки от Акума. Ну, да, разумно, наверное. Одному. Вы думаете, если играть от розетки, он не сбросит яркость до 400 или как? Можно попробовать. Почему не делаю захват экрана? Потому что это будет дополнительно грузить систему. И мне потом скажут, что я тестировал... Я же раньше в Твиче стримил. И мне будут все говорить, что я стример в Твиче. Дополнительно гружу смартфон. Вы понимаете, всем не угодишь. То есть кому как комфортно на это все смотреть. Монтана. Если не видно ничего и вас не устраивает стрим, вы просто на него не приходите. Приходите там, где вам тестируют смартфоны в онлайне с лучшей картинкой, той, которая вас устроит. Вообще, мне кажется, что этот смарт уже рекомендовали. Какие вопросы? Зачем приходить на какие-то стримы? Да? Так. Раз. Два. Три. А. У него сейчас появится новый щит, кстати. Всё. Одно поручение выполнено. Я теперь тестирую не просто бегая, а хоть какие-то поручения выполняю. Это совсем грустно. Тем более в Гену. Что-нибудь, что можешь сказать за Blackview? Плюс-минус одинаковые устройства все у них. Есть супер удачные, вот, есть наоборот неудачные. Надо тестировать для того, чтобы сказать. Потому что у одной защищенки с ПО все хорошо, у другой все печально. У меня даже защищенки были, у которых камера не писала в память. То есть ты записываешь на видео, а оно не записывается. Что такое обходная зарядка? Это... А, понял. Если спрашивали, то молчу. О, стоп. Типов. Стреляете. Они могут просто валиться, и все будет хорошо. Один. Еще один стреляющий здесь. Ага, 6 из 13. То есть здесь еще будет весело позже. Монтана, не могли бы... Друзья, есть кто-нибудь, чтобы заблокировать пользователя? Спасибо. Карта захвата у меня одна, и я использую ее для... Не для... Тем более не все с картой захвата будет работать еще. Вот, я использую ее для фотоаппарата.
Наверное, нужно через карту захвата фотик подключать, чтобы у него была картинка получше. Вот. Не нашел по одной... Ну, я вам ничего не скажу. Так, понеслась по одному. Так, этот горящий тип самое зло. Так, у нас он последний, да? Все, отлично. Все. Надо было вообще полную воду его скидывать. Он как-то не скидывается. Всё. Так, это задание выполнено, все. Ага, еще одно. Ну ладно. 8 из 10. 0 из 8 где? Телепорты, телепорты, телепорты. Какой все-таки лучше флагман? Для чего? Со звуком у всех есть проблема. У меня нету. Раз, два, три. Проверьте, пожалуйста, звук. Хм. Я вроде его тоже слышал. А, ну все. Да, это глючит наушник, значит. 190 метров. Я думаю, что через где-то 4 минуты мы заканчиваем этот банкет. Я засек. Не засекал, кстати. Кто засек процентовку? Там была 69, по-моему. Ну, потом проверю на стриме. Яркость максимальную мы проверили. Можно проверить еще камеру. Ниже он не сбрасывает. Я думаю, если на обходной играть, 60 FPS он держит. 30 минут вполне достойно, если он отживет. Маленький шаг для шпана. Да. Я, наверное, один из тех, кто не смотрел этот сериал. Наверное, и не планирую. Мне как-то 90-х хватило и без него. Думаю, как и всех. А еще больше хватило этого всего нашим родителям. Так, стоп. Это что, серьезно? Что с тачем? Так, не пугай меня так. Вообще все эти вопросы, понимаете, по поводу связи, еще чего-то, запотевание камеры, это все просто возвращаясь к тому, нужен ли вам третий эшелон. Ну, второй, окей, ZTE второй. Ради чего вам нужно покупать второй эшелон? Для чего? Ради кого? Для кого? Потому что это тоже не маленькие деньги, 500 долларов. За 500 долларов можно купить, за 400 купить сколько этот? Xiaomi 14. А за 500 вообще много всего можно купить.
Да, это не будет надпись флагман, но и вообще за $500 ты здесь и не получаешь беспроводной зарядки какой-нибудь там. Но, с другой стороны, ладно, кому-то хочется думать, что он самый умный. И потом сидеть на форумах, чтобы решать какие-то локальные проблемы. Я вам скажу, что iQOO 12 у меня за стоимость, за которую я покупал, за 50 тысяч, еле ушел. Кстати, новенький, не распакованный. Продавался он, получается, 2,5 недели в Питере. Вот так. А по легенде никаких проблем нет, да? А это даже не третий эшелон, это еще и первый эшелон. В третьем вообще все плохо. За те же деньги его не продашь, мне кажется. Хотя, опять же, смотря где. То есть, если люди не разбираются, то может быть. Все, поручения все выполнены, надеюсь. Ей. И у нас 50 секунд и все. Мне кислород нравится. Здесь нельзя сказать самое стабильное. Кто-то с Самсы не может не уйти никуда, с ее. Кто-то ColorOS любит, хотя это та же самая история, что на андроиде. iOS. Это был бы просто максимально шикарный ответ, мне кажется. Кто-то в чате писал, что продал iQOO на $200. Я не знаю, кто в чате. У меня сегодня купили смартфон, который я купил за 51, за 50 тысяч. В Питере. Новый, запакованный. Я рад, что если кто-то... Ну, я не знаю, зайдите на Авито. Там за 50 их много. Так, в целом мы выяснили, что Genshin тянет также 440, он включает люксов яркость и включает FPS. Мы включим видео сейчас. Я не думаю, что будет что-то критичное. Может быть, чуть-чуть обсудим. Но я думаю, что все будет в огне и все будет отлично. 30 минут мы отыграли. Кто помнит, сколько было процентов? Кто-нибудь помнит? Мне кажется, никто не следит за стримом, только за я. А я уже замерз. Не нужна беспроводная разрядка, у меня Vivo. Кстати, завтра я дую на Чеботкова. Вот, поздравьте меня. Какая-то социализация пойдет. Еще раз всем, кто на стриме, огромное спасибо. Я понимаю, что вам приятно общаться в нашей компании дружной. Я понимаю, что у всех дела. Пятница 77, а сейчас у нас... Спасибо большое. 77-52. Серьезно, что ли? Нет, по-моему, 57 было. Ну, 30 минут прошло, в общем, что-то как-то... сбросил. Давайте еще разок. Вот сейчас 52. Гатио. Ну, Зидан, я честно скажу, что я не супер фанат этого комика, но посмотрю его с удовольствием. Так, что теги. Тег мне не нужен. Нам нужна съемка. Вот. 5 секунд. Все.
Нужен флагман по экрану и камере. М, 15 Pro Max. Отстаньте от меня с такими вопросами. Почему? Потому что я не хочу спойлерить. Потому что я буду взвешивать за и против все. И скоро буду делать топ на Snapdragon Gen 3. Вот. И я пока еще не знаю, кто будет на первом месте. Мне идут S24 и S24 Ultra. Дайте я их потестирую. Вот я говорю, про Oppo у меня претензия. Он рисует. Он рисует, как и Vivo. И это прям, ну, народ не видит, но это прям очевидно. Это прям конкретно очевидно, когда ты его гоняешь. Понимаете? Все посмотрели на Oppo. Вот уже мне в комментах пишут, что я продавец, ничего после обновления, никакие настройки не слетают. Ну, конечно, ты делаешь кастомный АОТ. Я прям бомблюсь с этих людей. Они просто путают обновы безопасности с обычным. «13 Ультра не рисует. Вы мой обзор смотрели? По мне, большинство флагманов рисуют, особенно китайских. Я не считаю, что Xiaomi, они прям супер-мега крутые по фото. Я просто говорю, что фотографии у яблока и у зеркалок, они очень сильно отличаются от того, что делают андроиды. Я считаю, что одни из лучших фотографий это Samsung, Vivo, яблоки. По моим задачам. У вас может быть совсем другая задача. %, Влади, тогда 22% в час он в гене поедает. Опять же, 400 люксов яркость, это прям очень скромно. Это мега скромно для многих. Никита, будете еще капсом писать так много, то придется вас забанить. Нас же много. Кричать здесь не надо. Люди воспринимают, которые в интернете живут, что вы кричите. Вы это понимаете? По качеству камер Oppo 7 такой же, как Ультра. Спасибо. Игорь, не скажу, иначе вы не посмотрите мой обзор. Я не рассуждаю про смартфоны, которые не здесь сейчас на картинке, либо на которые не было обзора. То есть, когда будет обзор, я вам скажу. Сравнивать я не буду с Ультра ничего. Я буду сравнивать X7 с iPhone 15. Потому что сравнивать китайца с китайцем, это накидывать просто человеку, который выбирает себе смартфон, информации, что из разряда, а ты не хочешь ли посмотреть? Может, я с S24 его буду даже сравнивать, кстати, как нечего. Потому что разумнее, ну что он будет? Он также будет 70 стоить. Сколько сейчас Oppo стоит? Никита, спасибо. Не надо каяться, просто нужно, ну, видите, как народ пишет культурно. Желательно писать так же. Сейчас мне вот интересно, Oppo Find X7. Ультра я примерно понимаю, сколько стоит, а вот седьмая, семерка. Это шутка такая, что ли? 63 штуки. Ну, он стоит как iPhone 15. Будем с него спрашивать, как с iPhone 15. И сравнивать с iPhone 15. Смысл мне его сравнивать с Oppo Find X7 Ultra? Вот какой? Тапки с тапками? Как Нубия? Нубия вообще огонь. Отлично себя ведет, никаких перегревов, ничего. Но единственное, сразу говорит, друзья,
я могу работать только при 400 люксов. И все. Если вас это устраивает, то хорошо. Где... опять понеслась. СССР. Вас придется забанить или забанить. Надеюсь, не придется. Вы еще сейчас скиньте свой магазин где-нибудь на какой-нибудь площадке. А еще напишите, что можно еще у китайца забрать просто. Алексей Иванов, какое-то время назад, года полтора назад, да, сейчас нет. Сейчас DxO Mark по мне просто максимально, ну как, просто оборзевшая контора, которая ждет много... Вы понимаете, это как методика оценки, это как говорить, что это нормальный смартфон. И говорить, вы можете рассматривать его и еще какой-нибудь третий эшелон. Но вот то же самое. Ctrl-C, Ctrl-V. Когда ты не даешь альтернативы. То есть они закидывают все флагманы, которые им не завозят, я так подозреваю, в какие-то места. У них методология стала какая-то странная. Либо я просто через себя очень много смартфонов пропустил. Я теперь понимаю, что они, мягко говоря, балаболы. В некоторых моментах, да, в некоторых моментах там чисто притянуто за уши для того, чтобы получить место. Почему еще может быть так? Потому что я вырос как блогер, и я вижу безумное количество потребностей у производителей попасть в топы. То есть писем, а можно нам оказаться в топе на таком-то месте у вас, очень много. И это характеризует бренд очень некрасиво. И я подозреваю, что если они мне пишут так, то они много кому так пишут. Никита Акорн, это подразумевает, что у тебя не будет такой поддержки в плане программного обеспечения, что у тебя будут глюки несвойственные эшелону, допустим, Oppo, OnePlus, Sony. Я не слышал, чтобы у них были проблемы с... ну вот кто-то слышал, что у китайских моделей Realme GT5 Pro и OnePlus 12 были проблемы с модемами. Я знаю, что они блокируются, китайские. А то, что плохо 4G работал, я не знаю. Ну вот, значит, еще и плохо. Пам-пам. Спасибо большое. Я уже вижу, что вам тяжело с нами находиться. В СССР удачи вам, приятных стримов на других площадках, которые вам нравятся, которые гоняют для вас смартфоны на маленьких каналах, чтобы у вас была возможность что-то там сравнивать. Есть большие компании, есть маленькие. Да, ну и плюс еще есть те, которые на donations, то есть у которых есть свои разработки, есть те, ну, DxOMark, Химига, ну, какие-то вещи я с ними согласен, но большинство нет. Хотя, опять же, я их апеллировал к ним, ну, до того момента, наверное, пока я сам не начал гонять все. Сейчас я гоняю все и покупаю все. Я бы сейчас взял на Gen 2 или Gen 3. Разумеется, на Gen 3. С чего это у меня не было Realme GT5 Pro? Хидима. Называется канал Пользы.нет. Меня зовут Саня. На Realme GT5 Pro был обзор давным-давно. Может, я его как-то не так назвал, поэтому он не ищется. Это будет прикольно. Если так оно и есть. Да, если вы по-русски пишете, то он не находит. Но если вы напишите по-английски Realme GT5 Pro, то вы найдете вот этот вот обзор. Еще раз повторяюсь, что все я беру. Huawei заслуженно в топе уже какой год? По камерам, по экрану, я думаю, да. Я не думаю, я считаю, что да. Но не по всем. Honor Huawei это первый эшелон, Никита. У них есть свои подводные камни. В первую очередь они касаются SB. У меня очень много просмотров. CB меня очень любит YouTube. А почему он его любит? Потому что взрослые люди обычно не имеют возможности сразу смотреть обзоры. Если они прям фанаты техноблогинга, они смотрят. В основном смотрит молодежь.
Если вы обратите внимание на мой канал, там уже больше 3,5 роликов имеет больше 100 тысяч просмотров. Просто мои ролики набирают потом. Вот и все. И я к этому морально привык. Мне кажется, YouTube к этому привык, поэтому меня рекомендуют, и у меня плюс-минус 3 миллиона просмотров есть. Если я, да, смотрю сейчас первую страницу из 30, то там нет ничего из 100 тысяч. Но если я сейчас включу просмотры именно от миллиона до 100 тысяч, я увижу 350 роликов, больше 300 тысяч 50 роликов, больше 200 тысяч еще 50 роликов просмотров. И больше 100 тысяч просмотров у меня еще не дошел. Нет, я, по-моему, соврал вам. 342 ролика, уже больше 50 тысяч просмотров. О, больше 100 тысяч просмотров. Для техно это просто космос. И я безумно благодарен людям, которые меня смотрят. Потому что техно это особая категория. И у меня ролики непростые. И как бы я не доллар, чтобы всем нравиться, что естественно. Вот. Realme GT 2 5SE за 21 норм. Шинкра новый, да. Сам недавно смотрел твой обзор на Realme и пишу, что нет обзора. Все норм. Nubia Z60. С чего бы не перешли вы с Honor 9X даже на Oppo Find X7 за 19, который стоил сейчас 20, вы были бы в восторге. Вы, может быть, Игорь, да, вы, может быть, будете. Но, к сожалению или к счастью для вас и для меня, вот сейчас у нас уже 100 человек в онлайне, а обзоры смотрят много людей. Для примера, прожарка Oppo Find X7 Ultra уже набрала у меня 5000 просмотров. Хотя канал этот безумно маленький. Ну, я его открыл 2 недели назад. Всем огромное спасибо, что вы подписываетесь. Как же здесь много-то хейта. Да, но этот стрим-канал любит хейт. Ну и ладно. Вот в комментах я банить никого, основную массу не буду, скажем так. А на стриме, да, не хочется общаться с тем, кем не хочется. Я думаю, что и людям тоже. Подскажи, пожалуйста, какой смарт максимально приближен к айфону? iPhone. Вивовские смарты, Oppo Find, оповские смарты в глобалке. Если бы что-то было близко к айфону, я бы на этом сидел и на это бы снимал, понимаете? Самсунги только. А сейчас разве последний... Червонец. Червонец-то поэтому и меньше нравлюсь. Так вот, если Самсунги брать последние, разве у них не небольшой шим? OnePlus глобальные. Очень интересные. Говорю, Vivo это тоже такой бренд специфический, что его и продать не так просто будет. Я хотя говорю, что у него камера хорошая, но большинству людей это не важно будет. Вот смотрите, 15 минут он снимает, и, по-моему, все хорошо у него. 36 градусов. 38. Но вообще пока никаких претензий. Пока никаких претензий. Да, всем огромное спасибо за лайки, всем огромное спасибо, что пришли. Мне приятно с вами общаться. И надеюсь, что на Sony, когда мы будем делать прожарку, а это будет послезавтра, вы придете тоже и вам будет интересно. Вот. Хигима, ну, опять же, что такое реальное использование? Это вы понимаете, что когда человек использует какую-то вещь, она ему нравится больше. Каждое человеческое существо, и я тоже, хвалим то, что в первую очередь используем. Потому что очень не хочется чувствовать себя дураком. И существует очень малое количество людей, которое может признать, что оно совершило ошибку. Тем более ошибку после, ну, допустим, как человек написал, что у него нубия. Молодой человек или просто друг, ты, имея нубию, имеешь какие-нибудь проблемы со связью или нет? Потому что мне кажется, что если она есть, то она повальна. Я думаю, что
про 4G, хуже ли оно работает, это реально, потому что я это не только читал в форумах, но и видел у человека, которому я доверяю в обзорах. И, ну, это печально, потому что у меня, допустим, ну, конкретно с 5G он рандомно работает, рандомно, но он не работает хуже. Ну, хорошо, он рандомно работает, но не работает постоянно хуже. С шимом порядок только у Honor, Huawei, а с остальными что Никита, по-моему, много у кого с шимом все супер. Почему вы сразу Honor, Huawei вспоминаете? Не, ну а как я сегодня все-таки обломался с Альфой 7, это я, конечно, вообще неудачник. С другой стороны, а зачем она мне нужна? Если картинка везде у нас норм, правильно? Стримы-то уже идут довольно хорошей картинкой. iPhone SE 4 в марте слили инфу. Отлично, я на этот iPhone не могу никак сделать обзор. И на этот тоже, кстати. 14 плюс еще у меня. И 13. И SE 2. 3. Что больше понравилось, Alcun Neo 9 или Mi 13T? По мне 13T снимать будет лучше. А так посмотрите обзоры. Я говорю, если вы по фото можете скачать примеры, что у меня, что у других блогеров, в обзорах вы можете, ну единственное, не у тех, кто красит, те, кто красит ролики, смотрите их одним глазом, они сами говорят, не смотрите, скачивайте видео. Вот, то по видосам лучше смотреть YouTube, потому что все-таки, когда ты выгружаешь, он понятно, что сжимает качество, но вы увидите минимальное качество. Если есть 20-й и 7 бенд, и нет 7-го, все должно быть норм. Нет, если нет 20-го и есть 7-й. Вам нужен 7-й бенд. Обычно нет 20-го. Если нет 7-го, это вот плохо. Опять же, можете написать в форумах, интересующую информацию поискать. Если нет, то в чате у нас, кто в каком городе живет. И, возможно, вы узнаете про свой город. Если там 20-й бенд, у каких операторов. Но вообще вы сами можете это узнать. Хочется купить новый телефон, но не хочется опростоволоситься. Уже телефоны от 50 тысяч на Али стоят. Это дело не в том, что на Али стоит. Просто доллар, просто рубль мало стоит. Но опять же это выбирает, понятно, не рыночная экономика, а как решают сделать, так и делают. Если бы рубль был 50, то все бы казалось дешевле, правильно? Но зарплаты получают в рублях все, поэтому... Хигима, ну, я не могу жаловаться на YouTube, потому что я сам блогер. Меня все устраивает. Я понимаю, как они рекомендуют, я понимаю, почему они рекомендуют. И повторяюсь, что вам кажется, что обзоры лояльные хуже, но YouTube говорит, и вот я на локтях вывожу, я вам слово даю, я вывожу на объеме и на локтях рост свой. Кто-то вывозит на... Ну, не кто-то, а если ты лоялен к чему-то, то тебе намного проще набрать аудиторию. Потому что король голый, проще сказать, что он не голый. И по этому принципу люди собираются в тусовке. И это нормально. В больших городах 7-й бенд нужен и 3-й. Что посоветуете до 45? Я посоветую, есть такой канал Польза.нет, открываете и топ-10 смартфонов до 40 тысяч рублей, топ-10 смартфонов до 50 тысяч рублей. Скоро я обновлю и будет топ-10 флагманов, потому что 50, 30 и 40 очень сложно сейчас, учитывая, как курс прыгает. Да, Шинра, вы перепутали слегка. Вот, я думаю, хватит нам мучить его, потому что он великолепно справляется. Я хочу отметить, что в отличие от Oppo Find X7 Ultra, он не вырубает экран у меня. И если смарт хорош, я говорю, что он хорош. Вот если забывать о том, что он сбрасывает яркость и не восстанавливает ее сам, то честь ему и хвала. 16 гигабайт. Спокойно отработал.
Universal, тебе огромное спасибо и всем остальным, что зашли. Шина, Никита, Денис, Дима, Химига, Хидима, Штит, Иван, Айкек Бинс. Пишите в комментах, интересно ли вам Sony на прожарку. Может быть, он будет неинтересен, и тогда я его жарить не буду. Просто сделаю сразу обзор и все. Что мне кажется, что если я его буду жарить, будет все плохо. Интересно ли вам 13C? Нужна ли прожарка на Oppo Find X7, не ультра? Я думаю, интересно. И кто морально готов мучить долго, несколько часов? Я думаю, в выходной, либо в будний день мы будем мучить рокфоны. Прям 100%. Пока все волшебно. Вот этот вот смарт, не считая яркости. Но 400 люксов это правда мало. 600 люксов это комфортно. А запотеющая камера или нет, майнус, я сейчас конкретно его закидываю в морозилку на час. И потом пытаюсь сделать так, чтобы... И закидываю в свою телегу результат. Давайте сначала не на час, а на минут 30. Всем добра. Юрий, Глуми. Спасибо, что зашли. Я говорю, для меня это еще способ... Когда-нибудь будем еще новости, технологий, только технологии, с вами обсуждать. Ну а пока новостей, железок и скидок нам хватает. Может, распродажу как-нибудь обсужу. Какую-нибудь, которая будет бодрой. Кстати, мы должны разыграть Mi Band 8. Я и здесь разыграю послезавтра. Шах и мат. Всем добра.